Друзья, всем привет! Продолжается наше увлекательное путешествие по заброшенным руинам Камбоджи. Это уже вторая часть. Кто не смотрел первую, обязательно посмотрите. Мой путь лежит в древний город Преакан Кампон Свай. Огромный город, самый большой город Мерской империи, если можно ее так назвать. Ну, об этом мы еще будем разговаривать. Я съехал уже с главной дороги и еду вот по такой вот не очень уютной, но все-таки асфальтированной дорожке. По крайней мере, можно ехать спокойно и рулить одной рукой и снимать для вас видео. Друзья, кто еще не подписался на наш канал, подпишитесь обязательно, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и я буду очень благодарен, если кто-то из вас подпишется на Бусти. На Бусти наш канал тоже называется «Мир на блюдечке». Ну, собственно, все ссылки, все контакты вы можете найти в описании канала и в описании к этому видео. Подписка на Бусти стоит всего лишь 200 рублей в месяц. Но, поверьте, это очень нам поможет. И я, конечно, безмерно благодарен всем, кто уже подписан на наш канал на Бусти. Ну и обязательно, конечно же, если вы смотрите наш канал на Ютубе, обязательно нужно подписаться на телеграм-канал «Друг Аркадий. Пища для ума». Ну а на Бусти все мои статьи выходят гораздо раньше, чем в Телеграме. Ну и, конечно же, видео, которые выходят на Ютубе, на Бусти вы их можете посмотреть на несколько дней как минимум раньше, а то и на неделю. Друзья, съехали на грунтовочку, переезжаем сейчас вот этот мост прекрасный через вот широкую реку. Кстати, довольно полноводная даже сейчас, даже в наше время. И пытаемся найти следующий наш объект интереса. Ехать вроде как не очень далеко, самое главное, чтобы потом вот эта вот грунтовка не перешла в узенькую тропинку, потому что это будет, конечно, засада. Я уже сегодня 2 объекта вот так вот пропустил. Ну как пропустил? Я их оставил на будущее, потому что я же чай не последний день в Камбодже-то. Объектов, конечно, много, их тут сотни еще не исследованных мною, но тем не менее нахожу самые интересные для вас. Потому что так-то, знаете, здесь, так как Камбоджа у нас страна городов, вернее, не страна городов, а я бы даже сказал страна-город, ну, Анкор, да, Анкор переводится как город. Так, опс, опять одной рукой ведь я вожу, друзья. Красота, сахарные пальмы. Самые красивые, конечно, это сахарные пальмы, на мой взгляд. И ехать нам еще, наверное, минут 10-15, не знаю. Сейчас давайте обгоним вот этого торопыгу на мотоблоке. И понесемся. Ну все, я уже где-то совсем близко к цели, которая называется Прасад Балан. Такое у него название. Такая дорога, покрытая обильно коровьими лепешками. Так, здесь у нас поворот налево. Налево.
Погода сегодня, конечно, прекрасная. Главное, чтобы вот из этих облаков потом вода не полилась. Так, ну чувствую я, что на этот раз нас все-таки ждет успех. И мы таки доберемся до нашей цели. Погоди-ка. Это, наверное, туда. Ишь ты. Давайте попробуем. Судя по всему, это вот эта тропинка. Так. Нет. Здесь у нас кругом вода. Здесь мы никуда не проберемся. Там вон рыбаки какие-то свои причиндалы разложили. Так. Ну, главное, что мы уже совсем рядом с целью, поэтому я уверен, что точно доберемся. Да, много воды, рановато я выбрался в такую поездочку активную, потому что, конечно, надо дождаться. Надо дожидаться сухого сезона. Так, тут стоит чей-то мотобайк, так что, если что, мы даже можем спросить. Но я подозреваю, что он находится вот в этой рощице. Единственное, как туда подобраться, да? Как туда подобраться? Просад? Окей, окон. Ну вот, тетенька сказала, что просад там. Так, собак, давай не будем кидаться мне под колеса. Вау, так вот эта вся вода, это древний ров, друзья. Это древний ров, который сейчас наполнен водой. А мы приехали. Мы куда-то приехали. Вот здесь прямо и припаркуемся. Заберу на всякий случай ключик. Уже вижу там барельеф. Фух, ну сейчас немножко вздохну и продолжим. Ну все, я передохнул немного, давайте продолжим изучение этого места, куда мы сейчас приехали. Так, для начала я возьму с собой телефон. Ну, давайте посмотрим сначала, что у нас здесь. Это святилище. Это святилище местных духов. Некта называются духи местности в Камбодже. И вот здесь мы видим просто нечто потрясающее. Ну, давайте начнем с этого. С барельефа, да? Барельеф, конечно, очень сильно пострадал с течением времени, но тем не менее, посмотрите, работа тончайшая была когда-то выполнена. Тут у нас кала или раху, ну, скорее кала, наверное, все-таки, и на голове сидит кто-то, какое-то божество. Здесь интересные штуки, смотрите, вот такая вот каменная скалка. Честно говоря, ну нет, это шлифовка, но шлифовка, конечно, тончайшая. Безумно гладкая поверхность, вот такая вот каменная скалка. Так, ну тут какой-то блок, видите, с круглыми отверстиями. Да, всю ночь шел дождь, и теперь все отверстия наполнены водой. И просто изумительные какие-то балясины. Вот посмотрите, некоторые люди не впечатляются этими балясинами, а зря. Посмотрите, какие тут тончайшие пропилы, вы видите? Это же невозможно сделать никак, кроме как на каком-то высокоскоростном токарном станке. Ну, тоже такая же, видите? Тончайшая работа. Видите, этих прорезей, их просто тьма. Их просто тьма. И никаких сколов. Заметьте, углы очень острые. Резец заходил глубоко, сколов мы не видим. Тоже хороший кусочек барельефа. Тут у нас что изображено-то?
Это Макара, чудовище Макара. Вот его рука, вот его голова, и оно извергает Нага из пасти. Да, такой стандартный сюжет. Ну, вообще, я почитал, этот храм датируется примерно X веком. Но на самом деле интересная его история. Дело в том, что его занесли в список только в 2008 году, в список охраняемых объектов. То есть французы его даже не обозначили на картах. Вот что удивительно. Представьте себе. Здесь мы видим, да, все заросло, конечно. Ну, давайте попробуем пройти. Что ж делать? Там, кстати, люди какие-то чего-то расчищают. Вот они бы лучше бы здесь порасчистили. Иду я по камням. Вот это все у нас блоки песчаника и латерита. Вот представьте себе, только в 2008 году его занесли в список охраняемых объектов. Здесь у нас прекрасные блоки дверной коробки без декора на внешней стороне. Очень древние, значит, скорее всего. То есть, ну, X век, да, скорее всего. Если мы придерживаемся вот этой самой официальной хронологии событий. Ну, а вот и сама башня. Причем интересно, что про эту башню я прочитал, что в 2005 году она была еще целая, а потом у нее обвалилась крыша. О, здесь, видите, уже отметки стоят. То есть эти балясины, их уже пронумеровали, занесли в какие-то каталоги. Вот многие спрашивают, почему это все в музей не увозится. А вы знаете, сколько тысяч, сколько десятков тысяч таких балясин валяется по всей Камбодже? Тьма. Как вы думаете, я зайду туда? Засып, конечно, тоже катастрофический. Видите, вот уровень двери, он примерно на уровне моего живота. Поэтому я даже не знаю, тут паутина кругом. Но зайти-то хочется, правда? Поэтому, если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот он, этот дверной проем крохотный. Крохотный проем с потрясающими опять стыками. Посмотрите, какой фигурный замок. Видите? Вот так. Вот так. Каменщики современные говорят, что даже в наше-то время такое очень сложно сделать, чтобы не было зазоров. И вот я внутри очень крохотного помещения. Это у нас кирпичная башня. Опять с изумительной кладкой безрастворной. Ну как, раствор есть, да, но этот раствор, он представляет из себя смолу какого-то дерева. Если это было не какое-то определенное дерево, насколько я понял, я много читал статей на эту тему, анализов люди пытались же определить, что за раствор использовали древние строители. И вот оказалось, что это смола. Насколько я понял, в разных местах использовали смолу разных деревьев, но я могу и ошибаться. А двери фальшивые, вот были заложены блоками из песчаника. Поверхность внутренняя не обработана, что говорит нам о том, что эти блоки, они, очевидно, от какого-то более древнего строения. То есть, очевидно, сохранились вот эти вот дверные коробки. Вот здесь мы тоже видим, да, с каждой стороны мы видим эти дверные коробки, которые заложены вот такими вот блоками. Между прочим, очень хорошо подогнанными друг к другу. Посмотрите. Никаких нет у тебя стыков, ничего. Все идеально, все ровно. Выглядит снаружи безобразно. Да, но внутренние грани, они все идеально обработаны. Вот. Совсем крохотная башенка была, оказывается. Представляете? И к ней прилегал довольно-таки приличных размеров водоем. Там что-то 215 на 80 метров, по-моему. Ну, тут я вам сейчас напишу, сколько, какие размеры у этого водоема. А здесь у нас как бы прихожая, в которой тоже 3 входа у нее получается, причем они были не фальшивые, а настоящие, да, тут ничего не заложено. 3 входа, ну такие маленькие, как будто для лилипутов. Тут, кстати, колючки растут, надо аккуратно. Так, а что-то еще мы тут можем увидеть вообще? Вот,
конечно, можем уже еще снаружи обойти. Ну вот прекрасный декор на песчанике. То есть тут мы видим опять два этапа. Да? Сначала недостроенное что-то из песчаника, а потом обстроенное вот это что-то уже кирпичом. Но кирпичи-то тоже, извините меня, им более 1000 лет. А они как новенькие. И видите, как они лежат друг на друге. Не видно стыков практически, потому что вот раствор наносился как клей практически. Вот внутренняя поверхность замка. Да, то есть тут вот сверху, так вот сверху лежал еще один блок, не знаю где он. И вот он этот хитрый замок. Вот посмотрите, как оно вам, как это все вырезано, посмотрите, четко, идеально, не придерешься, а тут просто гладко. Ну, предлагаю повторить тем, кто сомневается, что это сложно. А вот они, блоки, да, тут наметки фальшивой двери, прям видно, да, декор снаружи некий нанесен. Неуверенный, еле выступает. Его видно, но на ощупь его практически нет. А вон там они листья пальмы срубают, наверное, крышу сарая, хотят себе соорудить. Вот опять, вот он этот замок, который я вам только что показывал. А, все это находится на основании из латерита. Смотрите, вон блок торчит. Видно вам, наверное, да? Вот он, блок из латерита. И вот они, там тоже идут блоки из латерита. То есть это все находится на основании из латерита, что заставляет нас думать, что это, возможно, тоже какая-то пирамида, которая находится под землей. То есть мы имеем здесь постамент из латерита, мы имеем здесь блоки песчаника, пусть и не впечатляющих размеров, но впечатляющие обработки замков и внутренних граней, и мы имеем много-много кирпича. Рассад-баланг. Он так называется по дереву. Дерево такое, баланг. У него плоды, похожие на грушу. Вкусные очень. Так. Хорошо. Ой, господи. Еще сегодня, знаете, витрина такой жуткий. Меня на мотобайке прям сдувает. Мне еще долго ехать. Вот тоже какой-то холмик. Там я вижу кирпичи. То есть тут тоже была какая-то постройка. Ну, возможно, это была библиотека. Библиотеки, для тех, кто впервые на нашем канале, скажу, что это здание неизвестного предназначения. Просто французы в свое время когда-то назвали их библиотеками. Ну, оно и прилепилось к ним, это название. Так, давайте с этой стороны посмотрим. Вот такой интересный объект. Я не понимаю, каким образом французы смогли пройти мимо него. Ох, какие интересные следы, посмотрите. Я что-то такого не припомню. Это элемент декора, это декор. Можем даже вот так вот положить. Вот, посмотрите. Видите, это замыленный декор. А здесь мы видим вот такие вот трапециевидные пазы. Очень интересно. Очень интересно. Лежит это все, ну, просто на блоке из песчаника. Хорошо. Так. Что тут еще у нас есть? Ну вот тоже блок песчаника валяется, кирпичи валяются, да. Я сейчас подошел к основанию из латерита, по сути. Упс. Вот блок из земли торчит. А тут прям, ух ты, а тут прям большой. Это прям большой блок, вот на котором я сейчас стою. Тоже лежит в земле. Вот основание, посмотрите, вот оно. Основание из латерита. И вот она, фальшивая дверь. И дальше пошли кирпичи. Такой вот загадочный совершенно объект, окруженный к тому же еще и рвом. Вот еще один
валяется кубик. Ух ты, какой прекрасный. Вы, наверное, не видите из этой листвы. Колючки. Смотрите, прекрасный блок. Прекрасный блок тоже с замком, с двумя даже замками. Видите? Фух. Да, друзья. То есть когда-то вот здесь везде, представьте себе, везде, где мы видим вот эти поля, сахарные пальмы, здесь везде были города. И на самом деле в Камбодже, где ты ни копни, куда ты ни сунь по лопату, ты везде обнаружишь какую-то постройку, которую безграмотно окрестили храмами. Но понятное дело, что они не могли быть все храмами. Тем более мы видим также огромное количество крепостей. И поэтому мы, честно говоря, не очень понимаем, что же это была за цивилизация. Но цивилизация была какая-то сумасшедшая. С такого количества построек, именуемых храмами, нет больше ни в одной стране мира, ни в одной. Ну и вот мы подошли к рву. Здесь мы уже, наверное, ничего не увидим. Никакой облицовки. Возможно, он был и облицован, конечно, латеритом, как это часто бывает, но плохо, знаете что? То, что в последнее время они решили, что у них слишком много исторических объектов, и пора бы некоторые из них снять с охраны, потому что, ну, вся страна в них, практически вся страна, куда ни плюнь, здесь обязательно есть что-то, что занесено в списке охраняемых объектов. И как быть, непонятно. То есть через лет 20, допустим, если вы будете долго собираться ехать в Камбоджу, вот подобные места могут уже либо совсем исчезнуть, ну, тоже вот блоки лежат, либо совсем исчезнуть, либо они будут отреставрированы. Ну что, друзья, пожалуй, на этом на сегодня все. Обязательно подпишитесь на наш канал, если до сих пор не подписаны. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Подпишитесь на наш Boosty, на наш платный канал, который позволяет нам как-то существовать, поддерживать наши экспедиции. Ну и обязательно на телеграм-канал Друг Аркадий. Это мой основной ресурс. Всем пока, до следующих встреч.